Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Про этот телефон практически ничего нет на российском YouTube. Очень редкий зверек, можно назвать его по-настоящему гиковым устройством. И сегодня мы посмотрим, насколько он хорошо снимает видео, а также делает фотографии. Потому что это Vivo IQ 9 Pro, звук прямо сейчас идет с него. Ну и, конечно, пытаться разорвать его будет Samsung Galaxy S22 Plus. Тоже новинка, тоже свежая модель. И оба эти смартфона достаточно дорогие. Также у обоих смартфонов есть телевичок, у Samsung трехкратное увеличение, у Vivo 2,5. Так что будет что сравнить. Ну а мы с вами посмотрим, на что способен Vivo. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Сразу хочу сказать, что Vivo приобрести в России достаточно сложно, может быть даже практически невозможно. Так что я внизу оставляю ссылочку на AliExpress. Если у вас будет желание, переходите, посмотрите. С Samsung все гораздо проще. Во-первых, Samsung можно приобретать как на Али, ссылочку я тоже оставлю. Ну и, конечно же, у моих друзей компания Цифрус. Плюс, если вы перейдете по ссылочке Цифруса, вам будет подарок, так что welcome. В первую очередь давайте посмотрим, как работает фронтальная камера. Причем на Vivo, посмотрите, у меня лицо такое, ну, яркое, хорошее, а на Samsung оно какое-то затертое. Но что важно, вот, посмотрите, как на Vivo все засвечивается. Так, конечно же, ничего не должно светиться у смартфона, который стоит там где-то к $1000. Да, не самый лучший динамический диапазон, и здесь Vivo есть над чем поработать. Но опять же мы помним, как круто снимает Vivo X70 Pro Plus, который стал у нас победителем слепого теста. А вот лицо на Vivo выглядит хорошо, мне нравится даже больше, чем на Samsung. Ну давайте пройдемся, посмотрим, как у нас работает стабилизация. Ветер в Петербурге, ну а что вы думали, северная столица. Стабилизация примерно одинаковая. А вот какая у нас ситуация с основной камерой? Здесь как раз таки хорошо, на берегу Невы темно. Мы увидим, как же все работает. Причем сходу включаем 4К 60 кадров в секунду, чтобы было прямо тяжело. Ну, на Vivo на основной камере засветов поменьше, чем на фронтальной. Однако они все равно присутствуют. Смотрим на стабилизацию. Мы также с вами, кстати, поснимаем сейчас еще и на телевичок, и на другие камеры. Ну, что у нас по деталям в темноте? Samsung показывает одну картинку, а Vivo другую. Прикольно. И больше правды у Samsung. Темный пейзаж, шумы. Шумы есть на Vivo и есть на Samsung. Ну, мне кажется, что Samsung почетче дает картинку. Вот сейчас, по крайней мере, точно могу сказать, что Samsung четче. А стабилизация хорошо, 4К. Отрабатывает вполне себе хорошо. Смотрим на фонарь, чтобы он не шатался в разные стороны. Хорошо, вопросов нет. А это уже широкоугольная камера и тоже 4К 60 кадров в секунду. Во время съемки переключиться нельзя, так что через остановку смотрите, как много шумов у Vivo на небе. Но при этом картинка более светлая. А на Samsung картинка немножко рассыпается на пиксели, что тоже, конечно, нехорошо. Смотрим на фонари. Это, кстати, горный институт. Я пытался в него поступить и в итоге не стал в него поступать. По стабилизации тоже все хорошо. Мне нравится, как работает стабилизация. В темноте Vivo явно лучше. Посмотрите, как гранит выглядит на Vivo и как он слабее выглядит на Samsung. Темнота. Лучшее место, где можно проверить возможности камер, насколько они хорошо светят. Ну, Samsung, да, Samsung получше, прям вот видно, да, все. Samsung дает более хорошую картинку, более четкую. Телевичок на Vivo оставляет желать лучшего. Надеюсь, что по фото хотя бы он будет хорошим. У вас знаменитый ледокол Красин, который регулярно участвует в моих фотосравнениях. Ну, видите, да, Vivo слабоват. Ладно, давайте двигаться дальше. Ну и дневная съемка в 4К 60 кадров в секунду. Здесь мы смотрим и на засветы, и на то, как отображается снег. А ведь он по-разному отображается на обоих смартфонах. На стабилизацию сейчас можно посмотреть. Но понятное дело, что днем картинка получается очень-очень близкой. Однако есть нюансы. Ну, например, нюансы по стабилизации. И по мне IQ показывает хорошую стабилизацию. Samsung даже шатается больше. Смотрим сейчас на динамический диапазон. Вот небо сейчас на Samsung уже появилось, а на IQ появилось чуть попозже, да.
то есть динамический диапазон, но мы это уже выясняли в ночных съемках, на Samsung получше. И небо на Samsung мне больше нравится по цвету, оно какое-то более разностороннее, я бы сказал так. В целом, что можно сказать? iQOO неплох. Да, неплохо, он неплохо снимает видео, хорошая стабилизация. Да, засветы есть и на фронтальной камере, и на основной камере. Но телевичок там похуже снимает. А в целом хорошо. То есть это очень на уровне Samsung, то есть плюс-минус. Грубо говоря, если вы приобретете этот смартфон, вот кроме засветов, явных каких-то косяков больше, наверное, и не будет. И это касается видео. Но интересно узнать вас, друзья, что вы думаете по поводу видеовозможностей iQOO, а я предлагаю прямо сейчас переместиться в фотозону. Ну а теперь давайте посмотрим на фото-сравнение. Я напомню, что это уникальный контент, и на YouTube вот на данный момент нету ни одного такого ролика. Сравнение iQOO с Samsung и вообще, в принципе, выявление хорошо фотографирует iQOO. Так что буду признателен, если поставите лайк. Ну а если вы захотите приобрести iQOO по самой хорошей цене и другие, кстати, смартфоны и гаджеты, я вам рекомендую телеграм-канал «Польза нет». Очень много полезных ссылок, самое главное, максимально приятные цены и самые актуальные промокоды. Ссылочка внизу. Ну а я вам расскажу. Значит, как всегда, много фотографий. Вы видите портреты на улице, в темноте. Естественно, архитектура Санкт-Петербурга, что вам было красиво посмотреть, что-нибудь расскажу. В прошлый раз начинал сравнение с Питера, так что сейчас начну со своей любимой супруги. Первый сценарий очень понятный. Вы сидите дома, фотографируете свою супругу, сзади окно. Я сразу хочу обратить внимание, почему на Samsung не сработал HDR. И, к сожалению, это не в первый раз, когда не срабатывает HDR. Что такое HDR? Это когда у нас сзади все засвечено. Смотрите, на iQOO все отлично. Вообще вопросов никаких нету. На Samsung какая-то беда. И если посмотреть на детализацию, то мы увидим, что Samsung фотку-то сделал похуже. Прикиньте, вот здесь, например, да, посмотрите, вот тут, ну, Samsung тут и размыл, наверное, и так далее, результат-то такой. Та же самая фотография, но сделана на телевичок, 3-кратный на Samsung, 2,5 на iQOO. Опять же, посмотрите, на Samsung все засвечено, я даже не знаю, почему так происходит, потому что на Samsung всегда хорошо работал HDR, но, видимо, не в этот раз. Телевички, понятное дело, имеют меньшую детализацию, потому что им нужно больше света, поэтому против солнца фотографировать сложно, но здесь iQOO хуже. Еще одна фотография на улице, и, ну, посмотрите, ну реально же iQOO лучше. Во-первых, лицо светлее, во-вторых, сзади красивое небо, на Samsung лицо темнее, сзади засветы. И оба смартфона, кстати, достаточно свежие, то есть не сказать, что типа на iQOO тут уже год пилят прошивку, а на Samsung вот только недавно. Нет. И, кстати, я вот специально оставляю локоны вот так, чтобы вы могли посмотреть, насколько хорошо или плохо смартфоны вырезают волосы из фона. Ну, давайте еще быстренько посмотрим на детали. Мне кажется, что по деталям очень одинаково. Да нет, на самом деле iQOO делает лучше фотографии по деталям. Стоит посмотреть вот на ресницы. Посмотрите, какие ресницы здесь и какие ресницы здесь на Samsung. Ну, понятно, да? Короче, Samsung начинает расстраивать. И эта же фотография сделана на телевичок. По какой-то причине, кстати, на iQOO не включился портретный режим. То есть это просто фотография на телевичок. Поэтому вы видите, что не особо обрезаны волосы. Но при этом у нас так или иначе есть размытие заднего фона. Оно хоть не такое художественное, как на Samsung, но вообще выглядит все неплохо. Опять же, посмотрите, HDR сработал хорошо. Лицо более светлое. Samsung более темное лицо. HDR не сработал. Вообще, в принципе, на Samsung темная фотография, посмотрите на цвет кофты, он какой-то грязноватый по сравнению с iQOO. Да, по деталям все-таки телевичок делает фотографию даже не то, что похуже, но есть много здесь артефактов, к которым можно привязаться, и у Samsung здесь более правильная картинка. Если в домашних условиях сделать фотографию, то у нас вот такой получается в целом красивый портрет. Мне нравится скинтон на iQOO, он такой чуть более коричневатый и как будто бы больше фотографий обработано. Где деталей больше? Ну, не знаю. На самом деле примерно одинаково. Короче, обработка, да, есть некая на iQOO, которая является улучшайзером. На Samsung этого нету. Понятное дело, что у меня все обработки отключены. Ну вот, получается вот такой интересный результат. А эта фотография сделана на телевичок. Опять же, у нас не включилось почему-то размытие. И здесь, кстати, посмотрите, телевичок лучше срабатывает. Ну вообще, да, есть некая обработка, еще раз скажу, которая украшает лицо. На Samsung более натуральная картинка, но если вот сравнивать две картинки, очевидно, девушки выберут вот этот вариант, который более обработанный. Еще раз скажу, что у меня отключено улучшение и там, и там. Еще несколько уличных фотографий. Я хочу отметить, что человек более яркий на iQOO, чем на Samsung. В тенях тоже, видите, лучше выточены тени, но при этом деталей больше на Samsung. Смотрим на вот эту землю, деталей больше. Смотрим на куртку, смотрим на шапку.
деталей больше и шумов больше. Эта фотография сделана на телевичок. На лице Оскара написано его желание фотографироваться. Он любит фотосессии. Ну, наверное, деталей чуть больше на Samsung. Более такая аккуратная шапка получается, цвет кожи получше, но в целом очень близко. Ну, по портретикам можно сказать, что Samsung вообще, честно говоря, не порадовал. И вот эти засвеченные фоны, плохая работа HDR, не подсвеченные лица и так далее. Ну, Samsung есть над чем работать, это точно. Еще несколько дневных фотографий. Вот такая дневная фотография. Вот тут, посмотрите, Samsung вытягивает здание, и все хорошо. Почему? То же самое не происходит на фотографии с человеком, сложно сказать. Здесь и небо чуть поярче, и здание гостиницы поярче, и детализация получше. Смотрите, какое количество шумов на iQOO, и ничего этого нету на Samsung. Samsung даже смог разглядеть, что здесь в логотипе Park-In есть какие-то цвета вот тут вот, а iQOO вообще этого не видит. Эта же фотография сделанная на широкий угол. Здесь уже здание подсвечено, вопросов нету. По картинке вообще примерно одинаково все. И засветы, смотрим, смотрите, вот тут на Samsung засветы, а на iQOO-то здесь засветов нет. Да, вот я вот еще поближе покажу. Смотрите, то есть Samsung надо что-то делать с режимом HDR, точнее его улучшить. Если сейчас кто-нибудь смотрит из Samsung, вы там передайте в главный офис. Но при этом смотрите, как обрабатывает HDR. Прямо вот такая полоса идет вдоль объекта, пытается его компьютерным образом выделить iQOO, но выглядит это кривовато немножко. Правда, на Samsung тоже есть все эти штуки. Можно ли сказать, что у кого-то лучше детализация? На самом деле очень близко, посмотрите, да, очень близкая детализация, даже не могу кого-то выделить. Наверное, все-таки чуть у Samsung. Еще одна фотография против света. Для тех, кто не понимает, зачем я фотографирую против света, для того, чтобы проверить режим HDR. Понятное дело, что по свету все будет хорошо. А вот как против света? Что у нас происходит в тенях? Что у нас происходит на самом светлом объекте? Ведь вы же сами поедете в Сочи, на Бали или еще куда-то и будете фотографироваться на фоне заката. И вот это как раз-таки тот сценарий. Сзади закат, яркое освещение, вам надо, чтобы и лицо было, и закат. Вот поэтому мы и смотрим. Здесь, кстати, хорошо iQOO выделяет объекты, и небо тоже не засвечено. Ну, слушайте, iQOO вообще показывает себя очень неплохо. А вот еще обратите внимание, вот смотрите, засвет на Samsung, а на iQOO засвета этого нету. Так, это фотографии по солнцу. Такая более контрастная картинка получилась на Samsung. При этом деталей на Samsung как будто бы чуть поменьше. Я даже не знаю, как сказать. На самом деле просто по-разному выглядят два объекта. Нет, наверное, на Samsung получше, а на iQOO более обработанный какой-то. Делаем 10-кратное увеличение, получаем вот такую картинку. На Samsung она лучше, гораздо лучше. Еще одно 10-кратное увеличение. На Samsung как будто бы дождь шел вообще, не Настя, а на iQOO все лайтово и приятно. Ну, по деталям лучше Samsung, но на Samsung, видите, есть как будто бы какая-то такая дымка. А на iQOO этого нету, но картинка получилась очень плоской, без вообще каких-то теней и всего остального, но вы видите, да? Еще одна фотография с 10-кратным увеличением. Вот тут уже iQOO плохо отработал светлый фон и засветился. Samsung лучше справился. Странно, почему на портретах этого не получилось. Это тоже 10-кратное увеличение. По-разному сделали фотографию смартфоны. По деталям тут примерно как-то одинаково. Но, наверное, более живая фотка все-таки на Samsung. Еще одна фотография достаточно простая. Небо, здание. И по деталям очень-очень близко. Кафе Кебаб. И даже не сказать, что кто-то сделал фотографию лучше. Если смотреть вот издалека, изблизи, примерно одно и то же. Но в целом можно сказать, что дневные фотографии очень близки. Увеличение зум лучше работает на Samsung. Засветы при этом лучше отработаны на iQOO. Да, кстати, тут же есть режим не только в 12 мегапикселей фоткать, да, еще и в 50 мегапикселей. Сейчас вам покажу. Это фотография заката. Здесь HDR хуже сработал на iQOO, да и сама фотография похуже. Единственное, что она такая голубоватая получилась. Снег стал голубым. На Samsung снег более правильного цвета. Но при этом фотка, я бы сказал, что когда она не голубая, она выглядит чуть-чуть грустнее. Вот. Но также грустно выглядит вот этот засвеченный закат. Я напомню, кстати, что когда мы фотографируем именно на 50 мегапикселей, ну вот в этот полноценный режим, то очень часто HDR работает плохо, хотя до этого он работал хорошо. Видите, да, 12 мегабайт на Samsung, 15 мегабайт фотография на iQOO. Ну и Samsung, очевидно, здесь лучше справляется. Вот здесь и деревья лучше получились, и здания, ну все лучше. А вот на этих фотографиях я вам хочу показать разницу между фоткой на 10-12 мегапикселей и на 50 мегапикселей. Видите, наверху у нас Samsung и iQOO в оригинальном формате, внизу только что вот мы смотрели.
Вот сразу видно, да, то, что я вам говорил. Посмотрите, HDR на iQOO отработал хорошо в основном режиме, но в полнопиксельном плохо. Samsung справился хорошо и там, и там. Нам интересно, насколько разница в детализации. По цветам, кстати, видно, что и там такая голубоватая картинка на iQOO, и Samsung более правильную картинку делает и там, и там. Если издалека смотреть, особой разницы никакой не видно. Если увеличить, то видно, что 50 мегапикселей на iQOO вообще ничего не дает, точнее так, ухудшает фотографию. На Samsung улучшение есть, да, это прямо заметно, и оно достаточно ощутимо. Посмотрите, какая детализация на верхнем снимке, и в 50 мегапикселей насколько лучше. Ну вот здесь видно, это работает. В iQOO сработало все как-то плохо. Пробежимся по ночным фотографиям. Казанский собор, Невский проспект. Контрастнее картинка выглядит на iQOO. Это не ночной режим, это просто фотография. Вот этот засвет на Samsung мне не нравится, на iQOO этого засвета нет. Вот здесь тоже, посмотрите, засвет на Samsung. Короче, SDR надо пилить прям Samsung, вот прямо сейчас садиться и пилить, иначе это какой-то колхоз получается. По деталям я вижу примерно одно и то же. Это же фотография, сделанная на широкий угол. Посмотрите, небо на iQOO однотонное, а на Samsung центр светится, а по бокам темно. Почему так получается, не очень понимаю. Здесь Samsung также плохо справляется с засветами, вот здесь и вот здесь внизу, iQOO получше. По деталям очень сильно близко, даже может быть лучше на iQOO, судя вот по этим колоннам, которые размытые на Samsung. Трехкратное увеличение против увеличения в 2,5, немножко зеленоватая картинка на iQOO, такой цвет чуть правильнее, но на Samsung есть какая-то шевеленка, что-то дернулось. И поэтому фотка на iQOO получилась получше. Еще одна фотография с увеличением, очень желтая картинка получилась на iQOO. Такая прямо кисловатая, да. Samsung попытался с этим что-то сделать. По деталям Samsung лучше. Вот тут деревья, посмотрите, они видны. На iQOO у нас все ушло в кашу. Ну и купол церкви тоже лучше получился на Samsung. Хотя нет, опять есть какая-то вот шевеленка. Посмотрите, раз, немножечко двоится, да. А на iQOO этого нету. То есть деталей на Samsung больше, но есть вот эта шевеленка, это странно. Это, кстати, увеличение в 10 раз. На Samsung как будто выглядит так, что здесь не включился телевичок. Не знаю, посмотрите, деталей гораздо меньше. Ну, просто гораздо меньше. Все-таки очень компьютерное. На iQOO с деталями тяжело, потому что здесь темно, но очевидно, что сама картинка богаче. То есть она менее обработанная какая-то, но побогаче. Но и мыла тут тоже достаточно. Короче, не знаю. Но тут на Samsung явно кроп с основной камеры. Еще одна фотография здания Московских ворот, опять же более контрастная картинка на iQOO, Samsung посветлее. Тут, наверное, кому что больше нравится. Ох, на Samsung опять засветы вот здесь наверху, это печально. На iQOO этих засветов нету. Что у нас за камерафон такой Samsung, если ты проигрываешь в какие-то моменты iQOO? Да, но здесь очень близко сделаны фотографии, никому не могу кого-то выделить, но так как по засветам лучше iQOO, поэтому, наверное, iQOO лучше. Вот еще есть вот такая у меня фотография, опять же, засветы полностью убивают Samsung, посмотрите, ну просто убивают. iQOO, красавчик, посмотрите, даже внутрь фонаря смог влезть этот режим HDR, на Samsung ничего этого нету. Ну и давайте последнюю фотографию, опять же, iQOO делает более контрастную и темную картинку, на Samsung засветы, ой-ой-ой, как все засвечено на Samsung, посмотрите, внутри все засвечено, а на iQOO все не засвечено. Прямо провал, что ли? Не знаю. Ладно, давайте на этом остановимся. Ну вот вы все видели сами. iQOO показал себя очень хорошо. Или наоборот, Samsung показал себя не очень хорошо. С чем связано? Это свежая прошивка или еще что-то? Не знаю. Но вот вы все видели сами. Думаю, что со временем все равно что-то изменится. Поэтому я еще буду делать сравнение. Плюс совсем скоро ко мне прилетит Ультра. Посмотрим, что там хорошего. Пока странные ощущения от Samsung и хорошие ощущения от iQOO. Но не забывайте еще про то, что у нас есть разница в видеосъемке. Вот такой контент и другого подобного ролика, сравнения и выяснения возможностей iQOO по фото и видео на YouTube не найдете. Так что обязательно подписывайтесь на канал, у меня выходят именно такие ролики. Совсем скоро будет видео сравнение, в котором будет принимать участие и новый Realme GT 2 Pro, и Moto X30, и Galaxy S22 Ultra, и Galaxy S21 Ultra. Короче, масса всего интересного. Расскажу про российский Huawei P50 Pro и так далее. Меня зовут Фил, большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, не болейте. Всем счастливо и пока.